Всплыли секретные документы Черноморского флота, и эта утечка угрожает не только обороне, но и экономике. Как такое вышло и кто виноват во всем? Ультиматум от Лаврова: Россия и Венгрия видят общую проблему в Киеве и теперь будут защищать венгров в Украине вместе. Как именно? Давайте разбираться. Авиаколлапс рушит экономику, массовые задержки рейсов блокируют страну, которая временами сидит без интернета. Что происходит и кто окажется виноват? Тысячи людей застряли, аэропорты не справляются, интернет отрубается по непонятной схеме. Это просто хаос или спланированный удар? Раскол между союзниками по НАТО, альянс трещит по швам, лидеры грызутся, делают громкие заявления, пункты пропуска закрываются, а риторика все жестче. Польша стягивает силы к границе, Европа снова строит стены. Трамп жестко прошелся по Маску, говорит, тот слетает с катушек. Элиты США грызутся за власть на фоне катастрофы в Техасе. Все самые главные новости утро вторника, 8 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Удар шахедами по Запорожью. Один из дронов попал рядом с областным центром комплектования ТЦК, по сути местным военкоматом. Пострадали бойцы роты охраны. Это не новички, это те, кто уже прошел передовую и сейчас служит в тылу. Двое в госпитале, состояние средней тяжести. Но удар пришелся не только по военным. 14 мирных жителей ранены. Сгорели автомобили и повреждены жилые дома. В другом районе города загорелась крыша университета. Туда тоже прилетело. Россия наносит удары, и на этот раз цель не окопы, а военкоматы. Запорожье, Харьков, Полтава, Кривой Рог, Кременчуг. По всей Украине в последние недели фиксируется тревожная тенденция. Дроны и ракеты летят туда, где идет набор в армию. За последние недели таких ударов стало подозрительно много и бьют именно по зданиям, где проходит мобилизация. Гибнут военные и не только, страждают гражданские. Если это целенаправленная акция, а все указывает именно на этот вариант, то почему эта акция началась только сейчас? И значит ли это, что сейчас в Москве увидели угрозу в украинской мобилизации? Спросили об этом у военного аналитика Ивана Ступака. Сгорает документация, все, дела нету, людей нету, что там было, что за люди, как их снова искать, понятия нету, кто в розыске, кто не в розыске, все, дело сгорело. С другой стороны, если посмотреть, Российская Федерация преследует довольно-таки циничную цель. Итак, смотрите, эти объекты, территориальные центры комплектования, они не являются секретными. Информацию о них можно найти на любом государственном ресурсе. Адрес, график работы. Мы прекрасно понимаем, что как минимум с 9 утра до 8 вечера в этом помещении находится минимум десяток военных из числа сотрудников ТЦК и минимум десяток людей, которые там проходят оформляют свои документы. То есть прилет по этому объекту минимум 10 убитых действующих военных, минимум 10 убитых потенциальных военных, которые могли там через 2-3 месяца отправиться на линию фронта. Поэтому Российской Федерации вот такая двойная цель в стиле win-win. Задача Москвы не только уничтожить инфраструктуру, но и сломать мобилизационные процессы, запугать, посеять панику, превратить поход в военкомат в риск для жизни. Потому что без мобилизации нет фронта, а без фронта нет обороны. И первая реакция уже есть. Первый случай, когда ТЦК официально уходит с привычного места после серии российских ударов. Система мобилизации идет в тень, чтобы не стать следующей мишенью. Дональд Трамп насмехается над Илоном Маском, а точнее над идеей миллиардера создать свою политическую силу. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Перед вылетом из Нью-Джерси президент США буквально высмеял инициативу Маска
Говорит, грустно наблюдать, как тот слетает с катушек. Я считаю, что создание третьей партии – это смешно. Мы добились огромного успеха с республиканской партией. Демократы сбились с пути, но всегда существовала двухпартийная система. И я думаю, что создание третьей партии только усугубит путаницу. Так что он может развлекаться, но я считаю это смешным. Отправить всех россиян сразу в прошлое столетие невозможно, как и восстановить крепостное право. Видимо, к сожалению. Поэтому Кремль делает все постепенно. Отключение мобильного интернета в России больше не исключение, а система. С весны число шатдаунов растет, но настоящий обвал начался в июне, после украинской операции «Паутина», когда дроны, управляемые через мобильную сеть, ударили по аэродромам стратегической авиации. Теперь глушат связь не только у границы, а по всей стране, от юга до крайнего севера. Проект «На связи» фиксирует ограничения, охватывают более половины регионов. В июне более 650 локальных отключений, причем глушат все – мобильный интернет, стационарный и даже голосовую связь. И судя по карте, на основе этих данных логики в отключениях все меньше. Интернет вырубают там, где боевых действий и близко нет. Омская область – лидер по шатдаунам. Сидит без связи почти весь июнь, а до Украины оттуда 2500 километров. Красноярский край, Якутия, Чукотка – та же история. При этом в приграничной Белгородской области шатдаунов меньше, чем, например, в Курской или Брянской. Где-то глушат из-за атак дронов, это касается регионов с оборонной промышленностью, базами авиации или объектами теплоэнергетики. Но даже эта схема ломается. Некоторые ключевые области почти не трогают. Другие, вроде Омской, наоборот, получают по полной, хотя формально не подходят ни под одну категорию риска. Регионы-рекордсмены по числу дней с проблемной связью за май и июнь: Нижегородская область, там 21 день, был фактически шатдаун, Саратовская, Тульская, Омская и Ростовская по 20 дней за 1 месяц. Да, данные на связи не полны, но это уже не частный случай, а масштабный срез. Не было шатдаунов только в 5 малонаселенных регионах, и то, возможно, просто не было кому пожаловаться. Отключение становится новой нормой, причем нормой без объяснений. Но и это еще не все. Авиаколлапс в России, массовые задержки рейсов. Ситуация превратилась в настоящий транспортный хаос. Отменены или задержаны уже более 2000 рейсов. Больше всего пострадали 3 крупные воздушные гавани: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В Шереметьево абсолютный рекорд. Там отменены более 200 рейсов, как на прилет, так и на вылет. В общей сложности за 1 день в столичных аэропортах отменяли более 2500 рейсов. Причины массовых отмен и задержек официально не комментируются. В сети уже высказываются предположения о сбоях в системе управления полетами или о метеоусловиях, но точной информации нет. Россияне учатся жить в аэропортах и без интернета. За что боролись? Партизаны нанесли удар по самому уязвимому месту нефтяной империи Кремля, секрет которой Москва охраняла как зеницу ока, оказался в руках украинских партизан. И это может обернуться катастрофой для всей схемы, на которой держится российская теневая нефтяная империя. Подпольщики из движения «Атеш» заявили, они добыли засекреченные документы Черноморского флота России. Внутри вся подноготная. В документах графики выходов, смены экипажей, борта, маршруты и ФИО командиров. Особенно примечательно, сопровождением теневого флота занимаются подразделения 26-го отряда спецназначения. Это не просто уязвимость, это пробоина в системе, которая приносит Кремлю миллиарды и подпитывает войну. Поговорили об этом с военным аналитиком Иваном Ступаком. С одной стороны, информация получена, это здорово, у нас есть представление, какие люди, какие корабли, график продвижения, какие силы, насколько все серьезно, вооружены ли эти суда, по крайней мере, на прошлый период времени. Были там боевые ракеты, там торпеды, или это просто все... Орудия были пустые, не заряженные. То есть понимание есть. Но больше, к сожалению, оно нам пока информации не дает. И здесь большой вопрос, если четкое понимание у всех стран, которые, еще раз, имеют выход к Балтийскому морю, как нужно действовать, как нужно проверять, как нужно реагировать на провокации, а какие алгоритмы действий, если подтягивается российский военный флот, как можно ему противодействовать, что делать. То есть отбегать в сторону, там, поднимать ручки вверх или там, настаивать на своем, пытаться досматривать это судно.
Чтобы понимать масштаб, речь идет о так называемом теневом флоте, сети из сотен гражданских судов, которые Кремль собирал через офшоры. Эти танкеры скрывают маршруты, отключают идентификацию, перегружают нефть в открытом море. По данным Financial Times, сейчас они вывозят до 4 миллионов баррелей нефти в день. Это колоссальные деньги, которые обходят санкции и идут напрямую в российский бюджет. Мера, которую Варшава называет временной, уже вызвала дипломатический скандал. По всей линии границы с Германией и Литвой заработали 65 временных КПП, 52 на границе с Германией и еще 13 с Литвой. На месте уже работают более 8 сотен пограничников, а также полиция и территориальная оборона. Так jak zapowiadaliśmy. Как мы уже объявляли, это решение было принято для борьбы с нелегальной миграцией. Оно ни в коей мере не направлено против граждан Польши, граждан других стран Европейского Союза, которые путешествуют и пересекают наши границы. Пограничная служба и другие службы постараются сделать эти проверки максимально строгими. От этого в шоке в Литве. Президент Гитанас Науседа назвал решение Польши временной капитуляцией. Он раскритиковал Варшаву, заявив, что проблема преувеличена. Якобы большинство нелегалов идут не через Литву, а через Латвию и Беларусь. Корень проблемы, несомненно, заключается в том, что мы пока не можем идеально контролировать внешнюю границу от нелегальной миграции. Но мы должны стремиться к этому и как можно быстрее отказаться от тех мер, которые не принадлежат Европейскому Союзу и которые, позвольте мне так выразиться, являются временной капитуляцией перед проблемой. Именно через эту дыру идут тысячи нелегалов, которых Минск и Москва, по версии Варшавы, могут использовать как инструмент давления на ЕС. Но закрытие внутренних границ шенгенской зоны – это тревожный симптом. То, что раньше считалось невозможным между союзниками, становится реальностью. Европа снова строит барьеры, и чем дольше это продлится, тем слабее выглядит весь принцип единой Европы. Сергей Лавров фактически озвучил ультиматум. Украина якобы должна закрепить свою денацификацию и демилитаризацию в мирном соглашении. Ну а еще отказаться от претензий к России, отменить санкции и вернуть замороженные российские активы. Все это в интервью в венгерской прессе. Звучит как откровенный шантаж, то есть признайте, что вы нацисты, сложите оружие, забудьте про оккупированные нами территории, снимите с нас санкции и тогда поговорим. То есть Россия снова пытается навязать миру свою реальность, мол, это уже наше, и обсуждать судьбу этих регионов вы не будете. И все это Кремль называет политико-дипломатическим решением. К тому же Москва решила сыграть в тонкую многоходовку и втянуть еще и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана полностью, еще глубже в эту историю. Глава МИД РФ неожиданно заговорил о совместной борьбе России и Венгрии за права национальных меньшинств. Другие этнические группы, в том числе венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы и греки, подвергаются принудительной украинизации. Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих соотечественников, и мы можем объединить усилия в этом вопросе. Как Лавров собирается все это делать, пока непонятно, но заявления, кажется, слишком громкие. В США стихия бьет еще жестче. В Техасе за считанные минуты началось катастрофическое наводнение. Уровень воды в водоемах в округе Керр поднялся на 9 метров. В частном детском лагере «Мистик» десятки погибших и пропавших без вести. Среди них дети и директор лагеря, который до последнего вытаскивал малышей из воды. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках и продолжаем следить за ситуацией. Спасательные работы продолжаются. К тому же в пятницу в штат должен прибыть президент Дональд Трамп, чтобы поддержать пострадавших и, видимо, помочь поддержать спасателей. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.